Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой шарф. Он может быть таким, может быть таким и может быть вот таким. Принцип вязания у этих образцов одинаков. Для этого вам понадобятся крючки, один по размеру нитки и второй более толстый. Я вам расскажу, для чего он нужен. И понадобятся линейки. Я буду вязать на деревянной линейке шириной 2,5 сантиметра. Можно вязать на линейке более широкой. А можно сделать образец из плотного картона любой ширины. Итак, я набрала необходимое количество петель для образца. И последнюю петлю я вытягиваю по длине. В левую руку беру линейку. И эту петлю надеваю на линейку. И указательным пальцем затягиваю рабочую нить. Вот у меня линейка и наборный край в одной руке. Далее вводим крючок в петлю, набрасываем на рабочую нить, вытаскиваем петлю и надеваем на линейку. И указательным затягиваем. Очень туго не затягивайте петли. Если у вас в одной петле натяжение слабое очень, то следующей петлей вы можете подтянуть. Крючок вводите так, как вам удобно, но всегда следите, чтобы петля не перекручивалась. Показываю еще раз. Вводим крючок в петлю, набрасываю на рабочую нить и ее вытягиваю. И петлю надеваю, следя, чтобы она не перекручивалась, надеваю на линейку. И указательным затягиваем. Поскольку шарф будет длинный, а трафарет у вас средней длины, там короткий, после определенного набора петель вы можете с линейки их скинуть. Вводим крючок в петлю, вытаскиваем нитку и набрасываем на линейку. И указательным подтягиваем. В данный момент наборный край у меня состоит из 60 петель. Но я вам весь сегодня не буду показывать, как набирать. Вот так до конца наборного края мы и набираем петли. Вводим крючок в петлю, вытаскиваем рабочую нить и набрасываем на линейку. Вводим, вытягиваем петлю и набрасываем на линейку. И так мы должны закончить всю цепочку. Еще раз покажу. Вытаскиваем петлю
Набрасываем на линейку, следим, чтобы петля не перекручивалась, и указательным подтягиваем. В петлю вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытаскиваем и надеваем на линейку. И так до конца ряда. Итак, набрали мы все петли на линейку. Далее поступаем следующим образом. Выравниваем петли. Тянем за наборный край. Кстати, хочу сказать, линейку старайтесь брать, чтобы она не была шершавой, чтобы петли легко с нее сходили. И второе. Всегда свяжите образец для начала. Постирайте его. Посмотрите на усадку и посмотрите, как поведут себя нити. Линяют ли они друг на друга. Иначе потом все изделие пойдет на смарку. Итак, вытянули петли и аккуратненько, почему я и говорила, не затягивать сильно, чтобы петли легко могли сняться с линейки или с трафарета. Вот мы его теперь снимаем. Вот и получилась у нас вот такая заготовка. Это у меня образец на 60 петель. Далее берем другую нить, какую вы выбрали. Опять же набираем такое количество петель. Как и в первом случае. И последнюю петлю вытягиваем. Берем линейку. И на линейку набрасываем петлю. Следим, чтобы она не перекрутилась. Сильно не затягиваем нитку. И делаем то же самое, что и с предыдущим образцом. Вяжем вытянутые петли. Вводим крючок в петлю. Вытаскиваем длинную петлю и надеваем на линейку. И указательным пальцем подтягиваем. Вводим крючок в следующую петлю. Набрасываем на рабочую нить. Вытаскиваем длинную петлю. Надеваем на линейку или трафарет. И указательным пальцем подтягиваем. Сильно не затягиваем, для того, чтобы петли можно было передвигать. Можно, конечно, начинать снизу накидывать, вот отсюда сверху забрасывать. Можно набрасывать сверху и петли передвигать. Еще раз. Крючок вводим в следующую петлю. Вытаскиваем новую петлю. И набрасываем на линейку. И указательным подтягиваем. И так вяжем до конца наборного края, до конца цепочки.